Я сам сломал крыло. Мой молоток зацепился под ним, и это произошло отнюдь не по невине крыла. Окей, тубус для длинного керна упакован. Каждый раз, когда я читаю про контейнерный мешок, я встаю в ступор, начинаю путаться. Я не могу понять, что имеется в виду. Каждый раз, когда что? Когда я читаю про контейнерные мешки, они созвучны английскому мешки для испражнений, containment bags. Ты слишком долго думал о другом. Ты слишком долго прожил в командном модуле. Знаешь, сегодня у нас была довольно неплохая дневная тренировка. Я не думаю, что нам понадобятся дополнительные упражнения, как на командном модуле в невесомости. Когда мы вернемся обратно, не думаю, что нам придется оправдываться за пропуск перед кем-то. Однако мне очень жаль, что мы не добрались до станции 1. И одна из главных причин, думаю, что мы не смогли лучше сориентироваться. Что ж, я должен отметить, что этот альсеп с новым оборудованием оказался посложнее, чем раньше казалось. И эта воронка здесь, знаешь, это место казалось достаточно простым, чтобы сориентироваться и сесть. Однако, когда вокруг вдруг оказалось настолько много локальных воронок, что я не смог мыслить достаточно масштабно. Разве это звучит незнакомо? Ладно, Джек, я повременю с уборкой остатков пыли. Пока что остальная часть моей уборки пыли. Я тебе не помешал. Да, я хотел бы здесь пройти, чтобы забрать ту последнюю крышку батареи. Так достаточно. Теперь я смогу пройти. Я хочу убедиться, что они останутся чистыми, потому что мне не хочется в дальнейшем ходить пешком. Я с тобой согласен. Окей, Боб, контейнерные мешки и 2 камеры упакованы в сумку для переноски оборудования. ETB. Принято. И не забудьте про ножницы, ребята. Не волнуйтесь, у меня они прямо здесь. Прекрасно, а то я не хочу голодать. Это хороший выбор, Боб. Верно. И Джек, поделись своим мнением, или мнением Дженни, по поводу того, чтобы перетащить большой мешок обратно в кабину. Парни здесь говорят, что хотели бы его затащить внутрь. А затем, мы его снова вынесем его во втором выходе EVA. Что вы об этом думаете? Все в порядке, мы сможем это сделать. Да, мы можем так сделать. Мне кажется, просто из-за того, что в нем лежит камень, не так ли? Мне хотелось бы это сделать, хотя бы, чтобы посмотреть на этот камень через ручную лупу. Отлично, тогда мы потом вытащим мешок обратно во время второго выхода на поверх. Если, конечно, вы, ребята, на это согласны. Да, мы так и сделаем, Боб. И Джек, как ты думаешь, он поместится в контейнер для образцов SCB? Повторите еще раз. Как ты думаешь, он поместится в контейнер SCB номер 2? Что именно? Камень. Да, верно. Но он поместится туда. Он не такой большой. Окей. Вместо этого, почему бы тебе не положить камень в контейнер SCB-2 и не затаскивать его вовнутрь в мешки? Вытащи большую сумку для образцов SRB наружу. И таким образом мы насовсем оставим контейнер СКБ-2 внутри кабины. Ладно. Окей, проверь герметичность SRC на площадке плюс Z. Что это за фигня произошла? Что это, Джек? И как будто что-то только что ударилось поблизости. Может, что-то взорвалось. Эй, что это? Это с твоей антенной? Лопнул тот самый пенопласт с пакета усиливающей антенны. Это на лунном модуле? Нет. Это усиливающая антенна на ровере, которую ты разворачивал. Боже мой, пенопласт лопнул на солнце. Точно. А я было подумал, что нас что-то ударило. Глянь, а эта штуковина продолжает летать прямо над нашими головами. А я тут было подумал, что мы оказались первыми свидетелями лунного метеоритного удара. Интересно, а это случаем не то же самое стекло, которое я подобрал недавно?
О, я не знаю. Надеюсь, ты шутишь. Ребята, Джон Янг говорит, что тоже так же взрывалось и во время его миссии Аполлон-16. Это не то, что о чем подумал. Про образец из пенопласта. Ведь так? Я подумал, что ты шутишь. Нет, я никогда такого раньше не видел. О, извини. Я подумал, это было. Нет, ты просто. Ну ты хоть увидел, как эта штуковина прилетела. А я-то вообще этого не видел. Святой ужас. Прием 17. И Джон Янг говорит, что также взрывалось и во время его миссии Аполлон-16. Окей, Боб, думаю, что я сейчас прерву ТВ-передачу у вас. Окей, и Джинни, одна вещь, которую мы хотим прежде чем вы, ребята, покинете ровер. Сделай довольно подробное описание того, что случилось с задним крылом, когда оно отвалилось. Повреждения в основном касаются той части, которую вы потеряли, это так? Или рейки на оставшейся части тоже получили сильные повреждения? Окей, Боб, Кассета. это... Или Ромео. Так, здесь кусок направляющий на корме, на задней внутренней стороне. Направляющая не отвалилась. Это просто кусок фланца, направляющая, которая прилегает к крылу. Но она не держит какую-либо часть крыла. Я не помню, что именно видел на крыле. Направляющая выглядит довольно хорошо, Боб. И я полностью закрепил одну из них. Но просто не смог закрепить другую. Если бы я знал, какая засада будет эта пыль, то я бы постарался повозиться гораздо усерднее. Окей, у тебя есть ощущение, что... Я смутно помню, что Джон мне что-то говорил. У тебя есть ощущение, что есть шанс поставить переднее крыло. Но я делал это раньше. Но это непросто. Агей, расскажи все, что можешь, чтобы мы тоже что-нибудь придумали за ночь. По твоему мнению, заднее крыло, ее оставшаяся часть находится в приличном состоянии, не так ли? Позволь мне хорошенько это рассмотреть. Да, есть та часть, которая нужна, чтобы закрепить это крыло. Давай посмотрим. Нам лучше взять с собой эти щетки от пыли. Да, здесь достаточно, чтобы удержать крыло, Боб. Окей, мы поглядим, что можно будет сделать, пока вы будете спать. Окей, мы поглядим, что можно будет сделать, пока вы будете спать. Окей, дай-ка мне повыключить переключатели на ровере. Переключатели ровера LRV, Альфа, Браво, Чарли и Дельта. Эй, Боб, пока вы разговаривали, я собрал все кассеты о Ромео, и Альфа, и Браво, Си Чарли. А кассета H хотел? А кассета H хотел? Она в камере. Она в камере. Агей, понял тебя, ты прав. Is it not?